Друзья, всем привет, серферы, бездельники, девианты. Начинаем наш еще один эфир. У нас сегодня третий, заключительный. И у нас топовый гость сегодня будет в гостях. Это экономист Алексей Куч. Привет. Да, привет, приветствую. Мы назвали эфир «Глобальная война». Собственно говоря, у Алексея и пост был на этот счет. И я просто сегодня с утра, когда смотрел заголовки новостей, то я подумал, что это именно вот тот термин, которым характеризуется текущее состояние в глобальной экономике и в международной вообще системе в целом. Ну вот достаточно просто почитать заголовки. Financial Times открываем. И я вот читаю заголовки. Мерц обещает, что Германия будет в авангарде ответа Трампу. Розничные инвесторы вызывают колоссальный отток средств из высокодоходных фондов. Барклайс. Торговля казначейскими облигациями достигла рекордного уровня, поскольку ликвидность сохраняется. И ставки там, соответственно, тоже повысились. Премьер-министр Ирландии заявил, что экономическая модель сталкивается со значительной угрозой. Генеральный директор JP Morgan призывает министра финансов США продемонстрировать быстрый прогресс в торговых переговорах. Ну и вот вишенка на тортике. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что запланированная администрация Трампа пошлина является пределом для стран, которые не примут ответных мер, что правительства, которые присоединятся к Китаю, ведут дополнительные пошлины на американский экспорт, перережут себе горло, прямая цитата. Многие здесь упускают из виду, что уровни, которые были объявлены в прошлую среду, это потолок. Если вы не примете ответных мер, это потолок, сказал Бессент на мероприятии Американской банковской ассоциации, добавив, что возьмет на себя ведущую роль в торговых переговорах. Его призыв к другим странам проявлять сдержанность прозвучал, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп во вторник объявил о неизбежном введении крупного тарифа на импорт фармацевтической продукции. И Бессент заявил, что любые ответные меры, соответствующие ответу Пекина на пошлины США, будут ошибочными, поскольку Китай будет продавать в других частях мира продукцию, которую не сможет продать в США. Такие жесткие формулировки, они, в общем-то, показывают, что Трамп сейчас держит линию, ну, как бы на такое самоопределение. Вы или с нами, или против нас. То есть, или вы принимаете вот эту нашу линию, соглашаетесь с нами, договариваетесь по пошлинам, по всему остальному, или же вы там окажетесь в лагере врагов, с которыми мы будем поступать соответствующим образом. И поэтому, ну, вот в моем понимании, похоже, что Рубикон перейден, и говорить о том, что там существует ВТО, существует какая-то система правил, которая регулировала экономические там, и прочие отношения, это уже является ошибкой, это уже все в прошлом. И, соответственно, в этой ситуации ключевой вопрос, ну, что дальше, как бы, да, вот вы говорили о том, что у нас были в эфире, когда вы говорили, что мир вот будет делиться на вот эти вот кластеры, там 7 кластеров приблизительно, 6-7, там 8 может быть, там, да, с ключевыми игроками как бы в ядре этих кластеров, там условно Китай, Великобритания, значит, европейские кластеры, как бы там, да, или Великобритания будет с европейским кластером, сейчас тоже нельзя это скидывать, или канадская, великобританская, европейский, там еще какой-то азиатский кластер, допустим, Япония с Южной Кореей, там и с какими-то странами Юго-Восточной Европы, потому что сегодня у меня с утра был в эфире посол Украины в Японии Сергей Корсунский, который очень, очень как раз много об этом говорил, и о настроениях в Восточной Азии, в Японии, в Китае. Советую всем посмотреть. И в этой ситуации ключевой вопрос, можно ли уже что-либо отыграть? Похоже, что нет. Вы как экономист сейчас скажете. И, соответственно, какой будет характер у этого ралли? То есть, как бы, ну, скажем так, я думаю, что вы не знаете, какой он будет там в каких-то деталях, но логика как бы действий там Китая, логика действий США, Европы там и остальных игроков, она в принципе вот потихонечку начинает выкристаллизироваться, как бы там, да. Вот первый вопрос, можно ли уже, если Трамп сейчас вот увидит, что издержки велики, отыграет ли он назад? Или же он будет вот жать до упора, как бы следуя своему плану, который у него явно есть и которого он придерживается. И логика как бы действий вот в условиях этой нарастающей экономической войны. Ну, действительно, термин «первая глобальная война», он тут достаточно такой красноречивый, и он отражает в значительной мере те процессы, которые происходят в глобальном мире, поэтому это не торговая война уже, это даже не Третья мировая, как многие пишут, это
фактически первая глобальная война 21 века. Не торговая война, потому что она уже выходит за рамки чисто торговых отношений, она уже перекидывается на сферу экономики, на сферу геополитики, и вполне возможно даже будет затронет и определенные аспекты военные. Это вот тоже нельзя списывать со счетов. Почему не Третья мировая война? Ну, потому что мировые войны, вот Первая и Вторая, они формировались четко по такому своеобразному бинарному принципу или двуполярному принципу. То есть вот Первая мировая война – это страны Антанты против стран оси, Вторая мировая война – это те же страны оси, но против уже коалиции союзников, но все равно это как бы деление на два основных лагеря, которые выясняют между собой выясняют отношения в рамках геополитического доминирования. Чем будет отличаться глобальная война? Ну, она, во-первых, будет отличаться тем, что противостояние оно будет носить такой распределенный и децентрализованный характер. То есть не будет четко выраженных двух лагерей противостояния или двух сторон противостояния. Здесь будет несколько кластеров, которые будут принимать участие, причем один и тот же кластер может как бы выполнять определенную гибридную роль, то есть поддерживать отношения с разными противоборствующими сторонами, периодически переходить то на одну, то на другую сторону. Этих кластеров, которые будут противостоять друг другу, будет достаточно много. Ну, уже сейчас понятно, что среди основных кластеров, которые входят в этот конфликт, это мы видим американский кластер, европейский, китайский, азиатский, если уже там за минусом Китая. Россия тоже участвует как бы во всех этих процессах, ближневосточный кластер, турецкий. Поэтому ситуация более сложная, носит такой сетевой характер, это противостояние. И, соответственно, Первая глобальная война – это такое определение, которое вот подходит для описания нынешней. С точки зрения поведения финансовых рынков, чем-то нынешняя ситуация напоминает 1987 год. Напомню, тогда произошел так называемый черный понедельник, обвал рынков практически на 22%, а потом там, до 30% глубина падения доходила. Оттуда, кстати, с 1987 года и пошел термин «черный понедельник». Кстати говоря, тот обвал рынков, он фактически в значительной степени обнулил многие постулаты австрийской школы экономики. Это и саморегулирование рынков, и вмешательство так называемой руки рынка, которая все регулирует, и теорию рационального поведения экономических агентов. То есть тогда многие не могли предсказать тот кризис, но исходные предпосылки были похожи с нынешним. То есть это ослабление доллара, высокая инфляция и очень высокий дефицит торгового баланса США. То есть как бы основные предпосылки похожие. Ну и если вспомним уже 1987 год, в геополитике это знаменитое обращение Рейгана к Советскому Союзу с требованием убрать Берлинскую стену. То есть фактически кризис начался на Уолл-стрит, но привел не к развалу Америки, а привел к развалу Советского Союза. Потому что потом падение цен на нефть и вообще как бы кризис мировой экономики. Ну и слабая советская экономика была фактически добита тогда этими событиями. Ну а Америка вышла победителем в холодной войне. В принципе, Трамп пытается сейчас смоделировать похожую ситуацию. То есть кризис на Уолл-стрит, он не нанесет Америке какого-то непоправимого ущерба, но стрела этого кризиса, она сейчас направлена в отношении Китая. И поэтому мы слышим сейчас заявление Госдепа в отношении Китая, которые в принципе чем-то похожи на те заявления 1987 года в отношении Советского Союза, ну, естественно, без такого как бы исторического пафоса, но тем не менее уже понятно, что Трамп пытается, как и Рейган создал свою Рейганомику, Трамп пытается создать Трампономику. Рейган победил в холодной войне Советский Союз, а Трамп пытается победить в торговой войне Китай. Поэтому как бы ролевая модель примерно понятна. Создание нового типа экономики,
как бы в обеих случаях, в данном случае, ну, в первом случае, варианте это Рейганомика, во втором Трампономика, и некая большая победа в геополитике над ключевым соперником. В 80-х годах ключевой соперник был Советский Союз, сейчас ключевой соперник США это Китай. Значит, тогда победа над Советским Союзом, сейчас победа над Китаем. Вот, в принципе, основные такие вот, основная диспозиция от происходящих событий. Также определенные есть переклички с началом 70-х, когда перезагружалась мировая валютная система, старая Бреттон-Вудская система, потому что у нас многие думают, ну, обсуждая сейчас нынешние события, говорят о том, что это кризис Бреттон-Вудской валютной системы. На самом деле Бреттон-Вудская валютная система, которая предусматривала золотой стандарт доллара, она как бы почила в БОЗе в начале 70-х годов с отменой золотого стандарта. И тогда возникла ямайская валютная система, и фактически вот больше 50 лет мы живем в рамках ямайской валютной системы, а не Бреттон-Вудской. Поэтому, ну и сейчас ямайская валютная система тоже переживает очень серьезный кризис структурный. В начале 70-х Никсон отказался от золотого стандарта. Это привело тоже к очень хаотическому такому движению на рынках, панике, недовольству, призывах отменить это решение, апокалиптических заявлениях многих аналитиков. Ну, все очень похоже на нынешнюю критику в отношении его политики, связанные с... не повернул назад, потому что не было просто для таких экономических возможностей. Точно так же и сейчас Трамп, скорее всего, назад не повернет. Ну, во всяком случае, если Трамп отменит, это будет иметь катастрофические последствия для США в рамках геополитического доминирования, потому что эта война уже обозначена как война с Китаем. Если Трамп сейчас пойдет, ну, даст заднюю, то это будет означать колоссальную победу Китая в геополитике. Ну и США тогда пойдут, ну, начнут двигаться в сторону серьезного своего ослабления, то есть тогда можно будет говорить о закате американского геополитического проекта. Поэтому Трамп на это, скорее всего, не пойдет. И еще один момент, на который хотел внимание. Все, что сейчас происходит, в принципе, заложено было в одном таком важном документе осенью прошлого года. Стивен Миран, который сейчас возглавляет Совет экономических консультантов. Есть два таких структурных, ну, таких, скажем так, совещательных органа, то есть это Совет экономических советников, это его возглавляет Хассет. Есть еще и Совет консультантов, вот его возглавляет Стивен Миран или Миран. Вот он опубликовал на 50 страницах осенью прошлого года концептуальный документ, который назывался «Применение тарифной политики в структурной перестройке торгового баланса». И вот там, по большому счету, все те позиции той модели Трампа, связанные с пошлинами, все изложено. То есть деление стран на три корзины. Корзина красных стран, это соперники, в отношении которых вводятся максимальные тарифы, корзина желтых стран, нейтральных, в отношении которых вводятся высокие тарифы, но как бы достаточно умеренные, и корзина Подвисло. зеленых стран. Алексей, у вас подвисло на 10 секунд подвис поток. Союзников в отношении социальной тарифы. В данном Алексей, что-то со связью у вас. Вы на 20 секунд выпали вот после этого, после того, когда сказали, что вот они двигаются в рамках вот этого вот документа, где выпал, наверное. Ну, сейчас произойдет, не волнуйтесь. Надеюсь, связь у него есть. Так, сейчас я ему напишу. Перезайдите. Так, а вы пока набрасывайте вопросики, чтобы было какие вопросики задавать. Я тут подготовил кое-какие интересные вопросы. Но вы тоже не плашайте. Так. Где же наш Алексей?
Да, сейчас слышно? Да, вот сейчас нормально, вот сейчас. Да, ну, я говорил о том, что в этом документе как раз описаны тарифная модель Трампа. Я говорил о статье Стивена Мирана или Мирана. Да, да, да. И там как раз деление стран на 3 категории. То есть корзина красных стран – это соперники, противники, в отношении которых вводятся максимальные тарифы. Корзина желтых стран – это нейтральные страны, в отношении которых вводятся умеренные тарифы. Ну, высокие, но не критически высокие. Ну и корзина зеленых стран, в отношении которых вводится минимальный тариф. Это в данном случае это 10%, то, что Трамп ввел в отношении стран Латинской Америки, еще ряда государств, в том числе и в отношении Украины. Вот. Поэтому вот такая своеобразная маркировка этих государств. Ну и плюс работа над ошибками первой каденции Трампа, когда фактически Трамп вводил санкции в основном против Китая, Китай потом находил площадки для экспорта своих товаров в Америку через другие страны, например, Вьетнам, Мексика, которые стали крупнейшими экспортерами товаров в США. Здесь введение так называемых тарифов в системе диагональной аккумуляции, или это называется еще вторичные тарифы. То есть те страны, которые будут торговать с Китаем, они будут автоматически попадать в корзину красных стран соперников, и, соответственно, в отношении них будут вводиться тоже достаточно высокие тарифы, пошлины. Поэтому вот основные контуры этой перезагрузки. Ну, а как бы о геополитическом контексте я в вступительном слове как бы упомянул. Угу. В этих условиях, ну, то есть, как бы для Украины эта ситуация, она же о том, что все меняется радикально. И вся наша ставка, как бы, вот на те правила, к которым привязывались, значит, законопроекты тут, которые принимались, вообще вся экономическая политика, они сейчас исчезают. Вот сегодня стало известно, что ЕС не будет продолжать торговый безвиз с Украиной и вернет довоенные условия. Значит, Европейская правда об этом сообщила. 5 июня заканчиваются вот эти вот меры торгового безвиза, как его называли. И начиная с 6 июня, значит, преференции, которые были для Украины с начала полномасштабной агрессии, заканчиваются, вернутся довоенные условия. И, в общем-то, ну, они там говорят, что будут сохраняться какие-то преференции, все-таки там можно будет разговаривать, общаться. Но, в принципе, вот эта вот лафа, которая была для Украины в связи с давлением под агрессией, она заканчивается. И я так понимаю, что она заканчивается не только с точки зрения того, что у нас были какие-то возможности расширенного доступа на европейский рынок, хотя, в общем-то, там мы видели постоянные торговые войны все равно шли из той же самой Польши, там и с другими странами, если брать аграрку. Но и с другими странами, потому что вот это вот ужесточение американской политики приведет к тому, что все страны начнут более интенсивно закрывать свои рынки. Какие риски вы видите для украинской экономики? Потому что она не такая диверсифицированная, как сложно развитая европейские, либо японская, либо американская. И как следствие, ну, подобного рода ограничительные меры будут очевидно, бить по нам очень серьезно. Ну, то, что отменили режим такой свободной торговли, хотя у нас соглашение о зоне свободной торговли с Европой есть, но там она предусматривает все равно введение определенных пошлин. У нас была система, называлась она «все, кроме оружия». То есть можешь продавать на рынке партнера любой товар без пошлин, без квот, кроме вооружений. Но потом начали вводить определенные изменения по требованию Польши в этот режим и других стран европейских, центральноевропейских. И таким образом в значительной степени нивелировали этот механизм, ввели так называемые стоп-краны на объемы поставок, то есть при достижении определенных объемов вводились пошлины. То есть до определенного объема беспошлинная поставка, до достижения определенных объемов экспорта из Украины в Европу уже вводились пошлины. И это в основном в отношении наших основных сельскохозяйственных сырьевых товаров. И, это, скажем так, то, что не удалось этот режим торговли хотя бы зафиксировать на 5, а лучше на 10 лет, это одно из серьезных поражений нашего правительства.
в рамках переговоров с европейскими партнерами. Потому что для того, чтобы эта система свободной торговли стала частью бизнес-планов по реализации проектов в Украине экономических, для этого нужно хотя бы, чтобы срок такого льготного режима торгового, он был не меньше 10 лет, потому что бизнес-цикл в среднем от 5 до 10 лет. То, что этот режим несколько лет существовал, это фактически была только поддержка действующих украинских предприятий, но в контексте создания новых и привлечения инвестиций тут уже как бы речь не шла. По большому счету ожидаемое событие с учетом того, как велись эти переговоры с нашей стороны, как велся диалог с европейскими партнерами, с той же Польшей, отношения со Словакией, Венгрией. Здесь все это ожидаемо, этот результат. Но дело в том, что нынешний кризис, который разгорается, он может быть по масштабам, пока еще там сильно апокалиптические прогнозы давать не будем, но это может быть кризис если он пойдет по такой самой мягкой light-версии, так немножечко, будет лихорадить рынки, но в принципе ситуация может выровняться. Но если он пойдет по такому как бы базовому сценарию, то ситуация будет ухудшаться. А если по хард-версии, жесткой версии, тогда то, что я описывал в своих статьях, это падение мировой торговли примерно на 10% и падение мирового ВВП на 2-3%. И это будет уже сопоставимо с кризисом 2008 года, 2020 года, но с учетом того, что сейчас это противостояние идет на фоне ряда войн, которые либо в горячей фазе находятся, либо в фазе начальной стадии, как, например, ситуация сейчас на Ближнем Востоке, которая может в любой момент перерасти в военное противостояние. Ну и опять же ситуация, связанная с противостоянием Китая и США, но все это может по самым худшим сценарию может привести к абсолютно, многие экономисты называют идеальный шторм, но это не идеальный шторм. Это будет тотальный катастрофический сценарий для мировой экономики с колоссальным обрушением и схлопыванием финансовых пузырей на фондовых рынках, с девальвацией национальных валют, с инфляцией, с распадом глобальных технологических цепочек добавочной стоимости, с колоссальной безработицей, банкротством целых стран. То есть ситуация может пойти по крайне негативному сценарию. Пока надеемся, что она по такому сценарию не пойдет. Но мы же должны прекрасно понимать, что, допустим, когда, знаете, как нельзя... Еще Сун Цзы говорил о том, что когда ты ведешь войну с вражеской армией, то ты не должен окружать ее с трех сторон, но оставлять четвертую сторону для того, чтобы эта армия могла отступить. Потому что если эта армия почувствует себя в тотальном окружении, то тогда она будет сражаться до последнего солдата, и потери будут огромные в этой войне. В принципе, первая каденция Трампа – это окружение Китая с нескольких сторон. То есть США вводили тарифы против Китая, но Китай мог диверсифицироваться и переориентироваться на другие рынки. Сейчас США говорят, что не только против Китая тарифы, но и против всех тех, кто будет торговать с Китаем. Поэтому это фактически уже окружение Китая с четырех сторон. Своеобразная такая торговая удавка. Ситуация похожа с аналогичной торговой удавкой, которая была накинута на Японию накануне Второй мировой войны. Это привело тогда к войне в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому здесь ситуация крайне-крайне сложная. Тут еще нужно понимать, что с учетом того, что это две глобальных сверхдержавы, ядерных державы, Китай и США, они будут до последнего избегать прямого столкновения. То есть такой ситуации, как там была во время Второй мировой войны, когда японцы вдруг взяли и напали на Пёрл-Харбор, такой ситуации, скорее всего, не будет. Потому что все стороны отдают себе отчет в последствиях такого шага. Но Китай может начать наносить очень серьезные удары по различным прокси американским силам в регионе. Тут и ситуация на Тайване может обостриться, и на Филиппинах. Но здесь для нас в чем риск? В том, что Китай воспринимает нас как союзника США. И выбирая среди различных опций, какой удар нанести по Америке, косвенный удар, то есть не входя в прямое противостояние, но каким образом Китай может нанести удар по США. Китай может попытаться в какой-то степени через поддержку России
нанести ущерб нам, ну и думая, что он таким образом наносит ущерб интересам США. Пока тоже этот сценарий имеет достаточно, как бы, ну, скажем так, не рассматривается как базовая версия, но уже такой риск существует. Потому что, во всяком случае, если Китай раньше придерживался определенной, скажем так, нейтральной позиции, в том числе и поставляя компоненты для дронов и сами дроны в Украину, несколько лет этой войны. Ну, сейчас есть риск, что ситуация может измениться в худшую для нас сторону, поэтому этот пока сценарий не является базовым, но к нему нужно тоже быть готовыми. Ну и по ситуации в нашей экономике. Дело в том, что еще до вот этих всех трамповских финтов с пошлинами, у нас ситуация в экономике начала резко ухудшаться. То есть четвертый квартал 2024 года замедление темпов роста ВВП там, до 0,7%. Январь-февраль 2025 там всего чуть больше 1% рост ВВП. По итогам 2024 всего лишь на там, 3% ВВП вырос, там чуть больше. Но это после восстановления на 5% в 2023. Очевидно уже замедление темпов восстановления валового продукта. Хотя в 2022 мы рухнули на 28% экономика. То есть вот эти годы, там 23, 24, 25 должны расти с темпами роста 8-10%, чтобы восстанавливать экономику. Но, как видим, темпы начали замедляться. И все это на фоне инфляции почти 14% в годовом исчислении. Ну, опять же, то есть с такой динамикой во втором квартале наш ВВП вполне может до нулевой отметки в темпах роста скатиться. Ну, а есть риск того, что и отрицательное значение будет. Если будет падать ВВП, то падение ВВП на фоне высокой инфляции называется стагфляция. Извините. Стагфляция – это экономисты называют еще экономическая спираль смерти. Потому что фактически ты не можешь с ней никак бороться. Если спасаешь экономику, печатаешь деньги и вбрасываешь эти деньги в экономику, это усиливает инфляцию. Если борешься с инфляцией и изымаешь денежную массу, повышаешь процентные ставки, то еще больше бьешь по экономике и разрушаешь экономику. То есть таким образом, как цугцванг в шахматах, то есть ситуация, когда в любом случае теряешь одну фигуру, ситуация гарантированной потери фигуры. Ну вот у нас есть риск такой ситуации, но это еще сложилось до Трампа, и Трамп тут никакого к нам, ну, к этой ситуации никакого отношения не имеет, в отличие от нашего правительства и в отличие от Нацбанка, которые напрямую повлияли на формирование этой ситуации. Поэтому нынешний кризис может встретить нашу экономику, ну, мы можем встретить этот кризис, наша экономика в ослабленном состоянии. И в этом огромный риск. Ну и плюс диверсификация. Удивительно, но с 2014 года, если посмотреть, долгие годы, там сколько прошло уже, там больше 10 лет, до полномасштабной войны, во время полномасштабной войны, Китай все время торговый партнер номер один. То есть, ну, постоянно говорим о стратегическом партнерстве с США, с Великобританией, но при этом в США и Великобритании мизерные объемы торгов, ну, товарами. То есть практически ничего не экспортируем на рынке этих стран. Вот. А при этом основной торговый партнер номер один Китай, который в перспективе рассматривался как соперник и участник противостояния США. Ну, абсолютно такая аномальная, я бы даже сказал, шизофреническая торговая политика привела к тому, что сейчас нам придется сворачивать торговые отношения с Китаем. Причем мы будем это делать как по искусственным причинам, то есть пытаясь таким образом понравиться американцам, так будем и делать это по естественным причинам, потому что Китай, если экономика его начнет замедляться, она будет замедляться в условиях этой торговой войны, но в таком случае Китай просто будет меньше покупать, значительно меньше покупать металла, железной руды, кукурузы и всего остального, то, что мы экспортируем. Ну и сам по себе этот кризис, который сейчас разгорается, он же приводит к падению сырьевых товаров, commodities. Падает нефть. Ну, здесь для нас хоть положительный эффект, дешевле будет энергоресурсы. Но кроме нефти падает и металл, падает и железная руда, падают некоторые аграрные товары, хотя не все. Допустим, сахар вниз идет, зерно вниз, ну, растительное масло пока вверх.
Но, тем не менее, наше сокращение нашего экспорта, очевидно, будет происходить вследствие падения мировых цен и искусственных причин в виде тарифов. Поэтому в данном случае для нас это нынешняя ситуация, но она очень-очень, скажем так, тревожная. Но это как вот для нашему правительству, если мы говорим о нашем правительстве, о Министерстве экономики, тут можно вспомнить, как знаменитая басня по стрекозу, которая лето красное пропела, оглянуться не успела, а зима уж тут как тут. Ну вот, в принципе, сейчас, правда, уже зима закончилась, если мы говорим о климатической зиме. Но экономическая зима, вот она как раз в ближайшие несколько месяцев может наступить. А правительство и Национальный банк ничего абсолютно не сделали, чтобы экономика была хоть как-то к этому адаптирована. Такой вопрос в этом контексте. У нас значительная часть наших потребностей, она перекрывается за счет внешних доноров. США отвалились фактически как внешний донор, хотя, возможно, там будет какая-то поддержка. Пока мы не понимаем это в рамках этой сделки, будет к сделке привязана какая-то помощь или не будет, учитывая прагматизм Трампа и его команды, очень сомневаюсь. С другой стороны, Европа обещает, что там в этом году достаточно там много нам дают, и это позволит там наши бреши бюджетные перекрыть. Плюс есть там такие страны, как Великобритания, Япония, которые тоже дают по несколько миллиардов в год, там 3 миллиарда в год Британия дает и так далее. Но ведь эта ситуация напрямую затрагивает их устойчивость. И, соответственно, они тоже будут ужимать, я так понимаю, все свои издержки. Все начнут сейчас затягивать пояса. Вот Корсунский сегодня тоже говорил, что Япония подтверждает, что будет поддерживать Украину, но в контексте ее крайней зависимости от ситуации на внешних рынках, потому что это экспортоориентированное государство без своих собственных сырьевых ресурсов, все эти колебания будут, конечно же, бить по ее экономике и будут ограничивать возможности поддержки Украины. Ну и других стран, кого она там поддерживает. Соответственно, как вы прогнозируете, как это отразится на украинской экономике, что какая-то часть помощи отпадет, какую-то часть рынков мы потеряем, потому что вот Акатыши, допустим, Китай перестанет покупать. Продовольствие, наверное, будут покупать дальше, потому что, людям просто нужно есть. Вот, возможно, но цена будет меньше. Да, цена будет меньше. Да, цена будет меньше. И как следствие это приведет к тому, что в Украину будет просто поступать меньше денег. Это абсолютно логичные умозаключения. Я тоже об этом писал. Дело в том, что США уже мы вычеркиваем из перечня доноров. Поэтому в данном случае остается одна Европа, но Европа в ближайшее время она погрузится в очень серьезный экономический кризис. Экономика Германии уже 3-й год в рецессии. Фактически это уже можно считать как подтвержденный сценарий. Германия – это осевая страна Европы с точки зрения экономики и наполнения европейского бюджета. Экономический кризис может быть во Франции, в Британии. И Британия не член Европейского Союза, но тоже один из наших доноров. А такие страны, как Италия, страны Центральной Европы, страны Бенилюкса, они играли очень такую ограниченную роль в формировании наших потребностей финансовых, скандинавские страны. Поэтому финансовый поток однозначно сократится. Пока то, что вы называли цифры, пока это, или там перечень стран, пока все эти пакеты помощи, они все были утверждены в том старом мире, который существовал при тех старых тарифах и при той старой экономической модели. Мы должны прекрасно понимать, что старый мир умирает, рождается новый мир. Фактически, если посмотреть, то сейчас идет тотальная перезагрузка основных экономических и геополитических моделей развития. Это все будет сопровождаться очень серьезной ломкой старого мира, и в муках нарождаются какие-то новые формы. Поэтому, естественно, здесь каждый будет думать о себе, о спасении своей экономики, своего населения, своих социальных программ. Более того, этот кризис будет приводить к усилению популистских проектов политических, как правых, так и левых. Мы уже видим, что АДГ в Германии обогнали центристские социал-демократические политические силы, социал-демократическую партию Германии, ХДС, ХСС по популярности. Этот процесс будет только нарастать. В Германии, кстати говоря, можно ожидать досрочных выборов
причем это достаточно скоро. Точно такие же процессы усиления прав популиста будут происходить во Франции. В некоторых странах будут левые популисты усиливаться. Ну, то есть нынешняя ситуация – это вообще разрушение центра политического в виде социал-демократии, которые базировались именно на старой экономической модели. Поэтому в этих условиях, естественно, думать будут о себе. Тут еще вопрос объемов этой помощи. То есть мы должны прекрасно понимать, что параметры этой помощи значительно изменились. То есть если мы вспомним все наши кризисы, 2008 год, 2014, 2015, потом пандемия, то мы увидим, что вот традиционно в украинской экономике образовалась дыра примерно в 15-20 миллиардов долларов. И эта дыра в основном закрывалась кредитом МВФ. Все программы расширенного финансирования не всегда открывались примерно на 15 миллиардов долларов. Часто эти программы не выбирались полностью по объему. Ну, плюс мы подтягивали финансирование каких-то еще стран, доноров, которые давали нам кто миллиард, кто 100 миллионов, кто 10 миллионов, кто еще какие-то суммы технической помощи. Но таким образом как бы эту дыру латали даже в условиях глобального кризиса, когда у всех были проблемы, но наша дыра, она была настолько как бы маленькая в сравнении с общими мировыми проблемами, что наши партнеры даже в условиях глобальных кризисов находили эти деньги, ну и в основном перекладывали, естественно, эту проблему на плечи международных финансовых организаций, таких как МВФ, Мировой банк, ЕБРР, там, Европейский инвестиционный банк и многие другие. Сейчас ситуация абсолютно иная. То есть у нас не просто огромная дыра, у нас колоссальная пробоина в бюджете. У нас дефицит бюджета составляет, ну, по разным оценкам, если брать реальные показатели, от 15 до 20% ВВП. Это катастрофический показатель. У нас, опять же, если брать показатели расходов на оборону, то здесь тоже примерно 20-25% ВВП. Колоссальные ресурсы. Поэтому у нас существует, как я называю, система двух бюджетов. То есть один бюджет социальный, который формируется за счет наших внешних партнеров, западных партнеров, которые дают деньги. И второй оборонный, который формируется за счет внутренних налогов. И мы сейчас подходим к такой ситуации, что на оборонный бюджет внутренних налогов будет не хватать. Это одна из таких ключевых точек бифуркации в нынешней войне. И надо будет где-то искать деньги для того, чтобы дополнительно вбрасывать в сектор обороны эти ресурсы. А социальный бюджет, он наполняется исключительно за счет внешней помощи. То есть у нас не дыра в 15-20 миллиардов, как было раньше. У нас дыра как минимум 40 миллиардов долларов. Это то, что нужно для социального бюджета. То есть нам нужно 40 миллиардов и ни одним долларом меньше. И плюс нам еще нужно находить где-то ресурсы для военного бюджета, потому что американцы давали очень много технической помощи, которая не учитывалась в бюджетных проводках. Потому что вот когда Трамп говорит о том, что Украина должна там более 100 миллиардов долларов, и разные цифры называются, в бюджетных проводках этих денег нет. Эти деньги не отражались в доходах бюджета, не отражались в виде долга Украины перед США. Эти деньги шли по внебюджетным программам, это огромные потоки оружия, боеприпасов, которые просто передавались на баланс Министерства обороны Украины без оприходования в бюджетных проводках. А это еще десятки миллиардов долларов. То есть суммарно нам нужно в год для того, чтобы вести войну, примерно 80 миллиардов долларов. Это 40 миллиардов долларов на социальный бюджет и еще 40 миллиардов долларов в виде материально-технической поддержки, которая не учитывается в бюджетных показателях. А если, допустим, говорить о том, что наша экономика постепенно, как я уже сказал, может сползает в эту состояние стагфляции или экономической спирали смерти, то, естественно, эта дыра, она может и до 100 миллиардов долларов дойти. То есть нам нужно найти кого-то, кто нас финансирует на 100 миллиардов долларов в год. И раньше эта вся сумма разбрасывалась на несколько крупнейших геополитических кластеров, которые находились в состоянии экономического роста. То есть американцы брали на себя половину этих денег в виде военно-технической помощи, а европейцы брали вторую половину денег в виде помощи и поддержки нашего дефицита бюджета. Я не представляю, кто сейчас в нынешних условиях может дать нам 100 миллиардов долларов.
но европейцы точно 100 миллиардов долларов не дадут. Но они дадут, опять же, там, ну, может 20, 25, 30 миллиардов. Но это, опять же, только на этот год. Мы не знаем, какая ситуация будет дальше и насколько эти ресурсы будут поступать. А что касается материально-технической военной помощи, кто будет это обеспечивать? Поэтому ситуация для нас в этом плане достаточно сложная. И тут нужно искать какие-то внутренние возможности развития. А они есть? Ну, они, естественно, есть. Но если у нас при такой монетарной политике Национального банка, которая была, ну, вот эти все несколько лет, если посмотреть, то Национальный банк фактически получал в свои резервы колоссальные ресурсы за счет внешней помощи. Внешняя помощь шла в основном в долларах и евро, и она наполняла ресурсы Национального банка. Национальный банк получил примерно 80 миллиардов долларов, из которых более 60 миллиардов потратил на валютные интервенции на внутреннем рынке. За счет этого обеспечил стабильность гривны. Но что делал Национальный банк, кроме этого? Кроме того, что занимался получением денег от западных партнеров и продажей этих денег на внутреннем валютном рынке. Ну, фактически его, если посмотреть, монетарная политика, процентная политика, ну, кредитная, то мы увидим, что, знаете, Национальный банк занимал какую-то промежуточную абсолютно позицию. Тут можно вспомнить известную пословицу, когда говорят, лучше тебе быть или горячим, или холодным, но ни в коем случае не будь теплым. Вот Национальный банк, он был теплым, потому что он мог быть горячим, это стимулирование внутреннего экономического роста, это бы сопровождалось инфляцией достаточно сильной, но он бы, во всяком случае, запустил бы внутреннюю структурную перестройку украинской экономики. И занятость была бы у нас максимальная тогда сейчас. Он мог быть холодным, то есть он мог просто сосредоточиться на борьбе с инфляцией. Тогда у нас, в принципе, с экономикой была бы примерно такая же ситуация, как и сейчас. Но у нас инфляция была бы не 14%, а, допустим, 5-6%. Но он был теплым. То есть, если посмотреть динамику его ставки процентной, ну, учетной ставки, учетной, то мы увидим, что она вот как болталась, знаете, как утка, которая в ополонке плавает, которая забыла улететь на юг зимой. Вот она плавает, чтобы эта ополонка не замерзла. То есть он то снижал эту учетную ставку, то повышал. Она все время болталась в каких-то абсолютно усредненных уровнях, которые ничего не давали ни для борьбы с инфляцией, ничего не давали ни для экономического роста. То есть это была вообще какая-то сумасшедшая профанация, направленная на получение группой коммерческих банков сверхдоходов по депозитным сертификатам. Ну и в результате о резервах. У нас экономика примерно загружена на 70% потенциала, а безработица 15%. А было даже 20%. Во время войны, если вы любому экономисту скажете, допустим, что во время войны в стране безработица 15%, он скажет, что значит в этой стране не работает экономическая модель развития. Потому что если правильные настройки делать в экономике, то во время войны безработица вообще практически должна отсутствовать. Безработица должна быть на уровне 2-3% максимум. Это если правильные настройки во время войны, потому что во время войны государство дает заказы, обеспечивает в том числе и в военно-промышленном комплексе заказы. И здесь эффект просачивания между секторами экономики должен работать, потому что не только ВПК, но и смежные сектора экономики, сектор услуг, и все это развивается, если правильные настройки. Если 15% безработицы и 30% неиспользованного экономического потенциала, это значит, правительство и Национальный банк не выполнили основную свою задачу во время войны за запуск структурной перестройки экономики. Из того, что вы говорили, еще два вопроса появилось. Первый вопрос, это означает, что ну, курсовая устойчивость как бы гривны, она будет, ну, скажем так, размываться, то есть будет девальвироваться гривна, потому что, ну, это объективно единственный выход будет в условиях, когда у тебя меньше ресурсов для ее поддержки, и ты хочешь, ну, и ты хочешь сохранить валюту, там, которая будет меньше, для того, чтобы у тебя были хоть какие-то запасы, там, да? Логично. Ну, честно говоря, я не вижу пока оснований для сильной девальвации гривны по одной простой причине. Пока функционирует механизм наполнения нашего бюджета, когда мы получаем в долларах, а тратим в гривне. Или получаем в евро, а тратим в гривне.
То есть это фактически ситуация, представьте, что вот, допустим, человек получает зарплату не знаю, $2000, тратит $1500. У него всегда будет расти валютный остаток где-то под подушкой. Вот. Поэтому тут это ответ на вопрос, почему в условиях того, что экономика находится в таком слабом тонусе, резервы Национального банка находятся на уровне $40 миллиардов. И это больше, чем было до войны, полномасштабной войны. Поэтому в данном случае, пока у нас работает этот бюджетный механизм, мы получаем в евро доходы от наших партнеров в бюджет поступления, а тратим в гривне, часть этих ресурсов будет оседать в валютных резервах Национального банка, и поэтому ситуация с гривной, она не будет катастрофической. Если бы Национальный банк начал бы запускать определенные программы развития экономики, тогда это могло бы вызвать определенный уровень девальвации, инфляции. Но Национальный банк не хочет этого делать, потому что не хочет брать на себя ответственность за эту ситуацию. Хотя, по большому счету, если сравнивать две модели, монетарные модели двух стран, которые находятся в войне, то есть в данном случае российскую монетарную модель и украинскую, то мы увидим, что Центральный банк Российской Федерации, он применил такую двухфазную модель. То есть он сначала запустил с лета 22 по лето 23 монетарный стимул для того, чтобы создать импульс роста в экономике. Ставка была ключевая снижена до 7,5%, с 20 до 7,5%. И потом, когда этот импульс разогнал инфляционные последствия и девальвационные, он включил резко увеличенную ключевую ставку в 21% для того, чтобы купировать инфляцию. Но этот импульс монетарный, он был настолько сильный, что он привел к разгону российской экономики на 4% в 23 и на 4% в 24. Ну и фактически создал предпосылки для почти 100% загрузки производственных мощностей и безработица на уровне 2,4%. Если посмотреть монетарную политику Национального банка, то она была правильной буквально несколько месяцев в начале войны. То есть это март, апрель и май. В июне учетная ставка была на уровне 10%. В июне она была повышена до 25%, что фактически полностью заблокировало. То есть в июне 2022 года учетная ставка была повышена до 25%. Это полностью заблокировало все кредитные процессы в экономике. Только в рамках компенсации программы компенсации процентной ставки 5.7.9 можно было там брать какие-то кредиты. Но там в основном выхватывали и крупные торговые предприятия, которые под оборотные средства брали, компании, которые рефинансировали старые долги. То есть новые компании, которые хотела реализовать какой-то экономический проект, особенно которые находятся на территориях, близких к линии фронта, взять кредит практически невозможно. Поэтому все кредитные процессы, они были в значительной степени заморожены. Ну а потом Национальный банк начал играть в какую-то странную игру, то снижение ставки, то увеличение этой ставки. В результате, как я сказал, не достиг ни экономического роста, ни достиг низкой инфляции. Абсолютно, то есть это теплое такое состояние. Поэтому здесь в рамках этой модели, но эта модель Национального банка, она зато дает определенную курсовую устойчивость гривны. Это здесь объективно нужно сказать, что гривна была более-менее стабильной, хотя она, в принципе, тоже серьезно девальвировала, с 25 до почти 40 и больше, но тем не менее она могла и больше девальвировать, если бы были запущены структурные перестройки экономики. Но тем не менее это нужно было делать. Даже если гривна была бы сейчас не 41, а допустим 50, но мы бы имели экономику, которая растет на 7-8%, а не на 1-2%. Это того стоило бы. Угу. Смотри, у меня относительно России такой вопрос. Какова устойчивость России в этих условиях? Потому что в России, в отличие от Украины, ведет войну за свои деньги. Да, у нее больше доходы, да, у нее больше возможности диверсификации
ресурсной базы там, и сама по себе она более объемная. Но, с другой стороны, последние вот дни, то, что происходит, мы видим, как начала падать цена на нефть, Brent упал ниже $60, и, ну, как бы это уже такая серьезная тенденция. А ОПЕК параллельно повышает добычу и выбрасывает на рынок больше как бы нефти. Это тоже, по всей видимости, повлечет понижение цен на нефть. Ну, и мы знаем, что у России уже, в принципе, в прошлом году проглядывались проблемы в экономике, высокая инфляция на фоне как бы там при торможении экономического роста. И, в принципе, в первую половину войны, скажем так, Набиуллина удачно как бы там купировала многие процессы. Вообще экономический блок у них работал неплохо, если даже можно сказать, что хорошо, если объективно на эти вещи смотреть. Но, тем не менее, диспропорции там потихонечку нарастали и нарастают. Вот это обострение торговой войны чем чревато для России? Потому что, с одной стороны, мы видим, что Трамп жестко как бы заходит в клинч с Китаем, и он, как мы уже сказали в первой половине разговора, будет карать тех, кто продолжит, значит, сотрудничество с Китаем, кто будет играть на его стороне. А Россия, напомню, имеет большой товарооборот с Китаем уже по $200 миллиардов. И, собственно говоря, значит, Трамп этого не может не понимать и не видеть. С другой стороны, Трамп не наложил на Россию эти тарифы, потому что ведет переговоры по поводу сделки, по всей видимости, не оставляет, скажем так, надежды, что ее удастся выдернуть из связки с Китаем и таким образом заблокировать Китай как бы вот в его гордом одиночестве, то, к чему стремится США. Вот что в вашем понимании будет с Россией вот в этом мире турбулентном? Ну, опять тут вопрос в дефинициях. Что мы понимаем по-своему будет? То есть, если мы говорим о той ситуации, которая есть сейчас, то, естественно, часто говорят о каком-то кризисе в российской экономике. Дело в том, что я всегда, как я уже говорю, руководствуюсь очень четкими критериями для определения понятия кризис. Кризис, в моем понимании, это инфляция, галопирующая инфляция, это высокая безработица, высокий дефицит бюджета, падение ВВП и отрицательное торговое сальдо. Ну, то есть вот основные как бы и высокий уровень государственного долга. Ну, то есть вот основные показатели кризиса, которые можно выделить. Если мы посмотрим по российской экономике, все эти показатели, ну, я не буду их просто как бы все перечислять, но они, так мягко скажем, находятся в очень далеком состоянии от кризиса. То есть, допустим, дефицит бюджета меньше 2%, рост ВВП там 4%, безработица 2,4%, отношение госдолга к ВВП там, на уровне 17%. Вот. Инфляция, да, повышенная, но опять же она там в пределах 9-10%. То есть она как бы находится в повышенной фазе, но не является еще гиперинфляцией. Но, естественно, все это было в относительно комфортных условиях относительно комфортных, потому что, естественно, санкции, они очень серьезно ударили по нефтегазовому сектору, но все равно Россия могла получать порядка 150 миллиардов долларов в год от экспорта нефти. То есть поэтому тратя на войну примерно 130-140 миллиардов долларов. Поэтому вот в данном случае нефтегазовые доходы, они перекрывали военные расходы. Поэтому я говорю об относительно комфортной бюджетной ситуации. И фонд национального благосостояния и развития, который в первый год войны его распечатали и активно использовали, он вот в 2024 году даже начал пополняться. Сейчас составляет там чуть больше 10 триллионов рублей, там ликвидная часть где-то порядка 5-6 триллионов. Вот. И по структуре валютных резервов Российской Федерации, если брать резервы Центрального банка, там порядка 600 миллиардов долларов, из которых половина заблокирована, но половина уже порядка 300 миллиардов сформирована в золоте и юане. И Россия, если брать оценку золота, то в резервах Центрального банка Российской Федерации там 220 миллиардов долларов, цифра, которая приближается уже к параметрам заблокированной части. То есть можно сказать, что тут где-то ее нарастила Россия где-то на 100 миллиардов долларов за эти 3 года войны. То есть тут тоже есть определенное перекрытие тех проблем, которые возникали.
Теперь, что касается как бы нынешней ситуации. Естественно, ну, там бюджет сверстан в России под 60, при цене $68 за баррель. Бюджетное правило работает, по-моему, там $60 за баррель. Бюджетное правило — это фактически та цена нефти, при которой часть доходов идет либо в бюджет полностью, либо часть доходов идет на пополнение резерва в Фонде национального развития и благосостояния. Вот. Поэтому если цена на нефть падает ниже цены, которая заложена в бюджетном правиле, это значит, что доходы от нефти уже не идут в Фонд национального благосостояния и развития, а наоборот, часть резервов этого фонда тратится для покрытия кассовых разрывов. Ну, а опять же, вопрос в том, какой уровень цен на нефть будет. Если мы говорим о хард-версии кризиса, то есть жестком кризисе, это $40 за баррель. Если средняя версия, это 50-60. Если лайт-версия, то это там чуть больше 60. Ну, как бы, и, естественно, три этих варианта, они формируют различные уровни проблем для России с точки зрения нефтегазовых доходов. Но тут нужно еще отметить, что почему во время войны очень важно вот это, то, что я о чем говорю, структурная перестройка экономики. Потому что экономика не может оставаться такой, которой она была до войны. Если она структурно не перестраивается, значит она будет постепенно умирать в условиях войны, потому что довоенная экономика к войне не приспособлена. Значит, во время войны нужно создавать новую экономику, которая к войне приспособлена. Поэтому, если бы мы говорили о параметрах российской экономики до полномасштабной войны, там нефтегазовый сектор составлял 50% в структуре ВВП и 50% в структуре доходов федерального бюджета. Сейчас эта пропорция изменилась примерно 25/75 или 30/70. То есть 30% или 25%, ну там по-разному оценивают, это нефтегазовые доходы, и 70% или 75% это не сырьевой сектор экономики, внутренней экономики. То есть видим, что зависимость экономики от нефтегазовых доходов, она сократилась примерно в 2 раза. Вот. Ну, кроме того, если мы говорим о базовой экономической модели, которая сейчас в России применяется, это в основном аналитический центр Белоусова, который был министром экономики, сейчас министр обороны. И там, если почитать их аналитику, то можно сделать вывод, что они вообще как бы рассматривают снижение цен на нефть как некий стимул для того, чтобы снижать сырьевую зависимость российской экономики. Ну, естественно, как бы монетаристы, то есть люди, больше которые как бы с мейнстримной моделью экономики, они указывают на ряд проблем, которые снижение цен на нефть вызовет. Ну, какие проблемы? Ну, например, это рост дефицита бюджета, потому что посмотрим, первый квартал 2025 года нефтегазовые доходы упали на 10%. С учетом нынешних цен на нефть они могут упасть еще на 20%. При этом расходы федерального бюджета выросли на 25-30%. Ну, это связано с запуском различных программ, которые направлены на сектор ВПК и на ведение войны. Всегда, вот все 3 года войны в России всегда первый квартал бюджетного года всегда колоссальный рост расходов. То есть это авансирование огромного количества программ, связанных с ВПК и войной. А потом эти расходы, они постепенно как бы компенсируются доходами в течение всего года, и дефицит бюджета снижается. Ну, то есть вырастет дефицит бюджета, он будет, допустим, не 1,8%, он может быть, допустим, 4-5%. Девальвация рубля, да, то есть там и 100, и выше. Опять же, сокращение нефтегазовых доходов еще на 10-20%. Пересмотр бюджетного правила, то есть оно будет уже не $60, а может быть $50-40 бюджетное правило, соответственно, меньше пополнение резервов и больше нефтегазовых доходов будет идти в бюджет. Ну, ускорение инфляции, потому что рост дефицита бюджета – это проинфляционный фактор, и инфляция будет увеличиваться. Плюс промышленность в России сейчас вышла на плато своих возможностей, и поэтому замедлились темпы промышленного роста, и в целом темпы роста экономики замедлились, потому что все. Россия достигла фактически 100% загрузки своих производственных мощностей, да, даже там некоторые называют цифру выше 100%, за счет вовлечения каких-то там давно законсервированных промышленных активов. Вот, поэтому Россия уже находится вышла на плато возможностей. Дальше расти она с такими темпами не сможет. Нет ни трудовых ресурсов, ни промышленных активов. Уже все загружено, все, что можно загрузить.
Поэтому темпы роста ВВП, они там будут от там, 0,5% до 1,5%, в зависимости от того, как пойдет сценарий. Но если все пойдет по хард-версии мировой экономики, то можно ожидать сжатия российской экономики, то есть падения ВВП на фоне достаточно высокой инфляции. То есть, опять-таки, тот самый риск стагфляции, о котором я говорил. Но если все это как бы сравнивать и в контексте вашего вопроса, как бы пытаться дать ответ, мы просто, когда оцениваем российскую экономику, мы оцениваем с точки зрения того, сможет ли Россия вести войну или не сможет, правильно? То есть мы это подразумеваем под там, словом кризис. В данном случае в 2025 году и в 2026 году с российской экономикой вот ничего такого катастрофического не произойдет. Да, будет определенное ухудшение основных параметров, но свои 150 миллиардов долларов Россия на войну тратить будет. Вот, и эти деньги она будет находить за счет внутренних ресурсов. Тут еще стоит отметить, что я в своих статьях называю как бы смертельные дары. Это факторы ведения войны за счет токсичных источников для экономики. Какие это смертельные дары? Это расширение дефицита бюджета, это увеличение государственного долга и это рост налогов. Вот. Если мы посмотрим на российскую экономику, то мы увидим, что фактически ни один из этих смертельных даров пока еще не задействован, серьезно не задействован в финансировании войны. То есть дефицит бюджета низкий, за счет дефицита бюджета Россия войну не финансирует. Государственное отношение госдолга к ВВП крайне низкое, то есть за счет долгов Россия тоже войну не финансирует. И налоги она практически не повышает. Вот ввели прогрессивную ставку подоходного налога на доходы физических лиц. Вот, допустим, если годовой доход 2,4 миллиона рублей в год, это где-то чуть больше, ну, около 200 тысяч в месяц, это там, 2000 долларов, грубо говоря, да. Ставка 13% этого подоходного налога. В диапазоне от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей, то есть где-то от 2 до 5, ну, до 2 до 4 тысяч долларов в месяц доходы, ну, ставка 15%. Ну, пока, как видим, ставки налогов на доходы населения достаточно низкие. Вот, то есть этот источник не использован. Поэтому здесь, как бы, если объективно это все оценивать, то вот такая картина. Ну, если это оценивать не с точки зрения пропаганды, а именно с точки зрения аналитики. Мгм. Последний вопрос, там один из зрителей хотел его задать. Вот как бы вот на фоне всего, что происходит, там, да, и вот этих оценок, которые вы делали, у кого больше устойчивости среди вот этих двух гигантов, которые противостоят друг другу? У США, либо у Китая? Это будет очень интересное, можно сказать, эпическое противостояние. Дело в том, что как поединок двух боксеров-тяжеловесов, где есть один абсолютный чемпион или гегемон, а есть претендент на титул или соискатель титула и претендент тоже претендент, чтобы стать абсолютным чемпионом или гегемоном. Ну, понятно, что в первом случае это США, во втором случае это Китай. США по всем параметрам они превосходят Китай с точки зрения там, экономических параметров. Ну, скажем так, по некоторым, не по всем параметрам это я, конечно, так преувеличил, но по основной корзине параметров, скажем так. Потому что, например, Китай, он там доминирует в промышленном производстве. Он производит больше, чем США, Германия, Япония там вместе взятые промышленной продукции. Китай доминирует в международной торговле. У него объем торговли больше, чем у США. Но Китай доминирует в потреблении основных ресурсов. Например, при отношении номинального ВВП к мировому ВВП, то есть берем номинальный ВВП Китая к мировому валовому продукту, это примерно там 16-17%, по паритету покупательной способности где-то 27%. Но при этом Китай потребляет 50% мирового производства стали и цемента. Ну, то есть по ряду параметров Китай опережает. Но если взять, допустим, там технологическое развитие, инновационное развитие, параметры номинального ВВП, военные параметры и так далее, то США, конечно, они выглядят более мощным участником этого противостояния. И
здесь, конечно, все ставки будут делать на них. Но я бы не стал в данном случае списывать полностью со счетов Китай. Дело в том, что здесь есть один ключевой момент. Китай готовился к этому противостоянию примерно последние 10 лет. США готовились к этому противостоянию примерно последние 10 недель. Вот, и в этом как бы и ключевое отличие. То есть получается, что Китай это вот, знаешь, я написал сегодня пост, в котором сказал, Китай это вот такой боксер, который несколько лет бегал по лесу босиком, там ел молодой бамбук, пил из горного ручья, там висел в отрицательном шпагате между двумя скалами, там, да. А США это такой вот как бы абсолютный чемпион, который там сидел дома, пил пиво, ел чипсы, ну и потом одел халат и в халате побежал на ринг с криками, где этот претендент. Вот. Ну вот поэтому здесь могут быть сюрпризы в этом контексте. Как следствие недооценки Китая, потому что есть, я вот смотрю по высказыванию некоторых американских чиновников, есть какое-то пренебрежение и недооценка Китая. Так и в контексте готовности. То есть к этому бою Китай готовился более тщательно, чем США. США все-таки больше надеются на свое абсолютное как бы преимущество. Вот. Поэтому очень будет интересное противостояние. Пока своих ставок как бы озвучивать не буду. Окей. Алексей Куч с нами был. Я кинул ссылку на Facebook его в чат и в описании к эфиру тоже сейчас поставлю. И он есть также в телеге. Подписывайтесь на него. В YouTube тоже уже есть, насколько я помню. Не, в Ютубе нету, а вот в телеграм-канал Аналитика Куща есть. Да, Аналитика Facebook. Куща. Подписывайтесь на Фейсбуке и будете черпать просто массу полезной информации, как я черпаю. Значит, у нас должны были быть дебаты в пятницу в составе таком звездном: Куч, Куртьев, Длигач, Амелин. Алексей в пятницу не сможет, но, возможно, мы перенесем на понедельник. Я еще попытаюсь там коллег уболтать. Вот, так что следите у меня за объявлением в телеге. Я там буду анонсировать, потому что я думаю, что это будет очень, очень интересно и познавательно. Все, отпускаем Алексея. Да, у меня в пятницу просто авторский курс, который, кстати, желающие, кто хочет, может зайти в телеграм-канал Аналитика Куща, там есть информация, и тоже присоединиться к авторскому курсу. Так давайте я запущу. Я сейчас в описании к эфиру тоже закину ссылку на этот курс. И те, кто захочет, можете спокойно подписаться. Все, Алексей, еще раз спасибо за блестящую аналитику. И на этом мы сегодня заканчиваем. Отстрелялись 3 эфира. Советую посмотреть интервью с Корсунским. Оно очень, очень хорошо. В 10 утра мы его записали. Наш посол Украины в Японии. Как раз вот вместе с тем, что говорил Алексей, получится такая очень и очень объемная как бы картинка происходящих процессов. Завтра у нас будут наши народные конспирологи с 18:00. Саварец и Шевченко. Меня там спрашивали, когда они придут. Так что вот завтра они начнут этот марафон. На этом все. Обнимаю, целую, пока.